tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné de Levan Seguinashvili, vainqueur du top 8, multiple champion du monde, champion d'Europe. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter, et il va se présenter lui-même. Здравствуй, Леван. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Леван Seguinashvili, чемпион мира и профессиональный рестлер. Когда и почему ты начал заниматься рестлингом? Я начал в 2009 узнал про этот спорт. Мой тренер мне так рассказал, что такой спорт существует, что у меня хороший план для этого. После этого где-то после года я начал где-то в 2010 уже начал тренировки так нормально, так себе. Более так профессионально я уже начал 2013 уже так серьезно готовиться и серьезно тренироваться. У тебя был армрестлер, который тебя мотивировал и вдохновлял тебя? Многие. Джон, в первую очередь, Джон Ценк, Денис, Васил Ильев, Алексей Воевода. Когда ты начал добиваться хороших результатов? Это точно не помню, но в 2010 я уже на чемпионат Грузии 100 килограмм уже тройку захватить. Ну, это уже были хорошие достижения, потому что исполнение Грузии так очень сильно. И самая первая такая громкая моя победа, это была 2012 года. Я выступил на чемпионате Грузии 110 килограммов. И там в финале мы встретились с Геннадием Куприным. Геннадий меня выиграл до 2 минуты, полчаса, я выиграл 2 раза, выиграл. И тогда Геннадий был в Грузии самым сильным борцом. Выигрывали свою категорию, абсолютно. Там все были в шоке, что я смог его выиграть. Со мной у него больше проблем были, чем на чемпионате Европы или на мире тогда. Я помню, на чемпионате Европы мира у вас часто схватки были ужесточенные такие. Да, думаю, что это на меня очень хорошо повлияло, потому что мой уровень стоит очень вес. Да, то, что ты с ним боролся, и он прогрессировал, ты прогрессировал. И я думаю, то, что его побеждал даже на том же чемпионате Грузии, морально у тебя вверх пошло, мне кажется. С кем бы ты хотел бы побороться в будущем, так сказать? В будущем, с кем я хочу сейчас тоже с ним побороться, если ты в Чехии. И, конечно, Денисом хочу, но хочу с таким Денисом, чтобы вопросов не было раньше. Потом не быть готов, чтобы максимум быть готов. Короче, Денис его лучшей формы. Да, думаю, Денис после в следующем году это такой Денис, чтобы еще реабилитировался, а потом уже вернулся нормально. Дай Бог ему здоровья. Во скольких соревнованиях в год надо участвовать, по-твоему? Для меня 3 это максимум. А если новичок? Для новичка нужно каждые 3 месяца. Каждые 3 месяца, да? Каждые 4 месяца. Вот так. Как часто ты рекомендуешь делать спарринги? Некоторые говорят раз в неделю, другие говорят раз в месяц, по-разному. Один раз, может, 2 недели или 3 недели. Да. Раз в 2-3 недели. По-твоему, как следует проводить спарринг?
Если спарринг тренировка, можно и 3 раза в неделю делать. Ты имеешь в виду нагрузка не на максимум? Да, когда с человеком ты тренируешься, не на максимум не выиграешь, не борешься, просто прорабатываешь угли, есть вот так, как на тренажере. Ты тоже тренируешься, и он тоже. Так можно 3-4 раза делать. Я понял. Как обычно делали, то что вот приходят несколько человек, и там, как ты говоришь, 3-4 часа там убивают. Да. Это, думаю, это месяц раз, или вообще так, лучше делать, потому что это хуже, чем само сыроварение. Да, восстановление очень страдает. Да. Вот такой вопрос. Какой совет ты бы дал тому, кто начинает заниматься веслом? Вот новичок пришел в зал у тебя, говорит, вот я хочу начать. Какой совет ты ему дал? Совет такой, чтобы слишком быстро не ждал каких-то очень больших успехов. Есть такие ребята, которые за несколько месяцев добиваются очень много, они там очень маленький такой процент. Как обычно, надо несколько лет очень тяжело работать, чтобы в первую очередь привыкнуть к этому спорту, чтобы связки привыкли, мышцы, и потом уже добиваешься результата. Надо быть готовым, чтобы несколько лет ты будешь пахать. Короче, ты не понимаешь, куда это идешь, но придет время, и поймешь. Да, я с тобой полностью согласен. Я часто своим подписчикам говорю, самое главное это пахать и упорствовать, короче. Упорство и работа, в общем. То, что ты своими словами сказал. И пахать это хорошо, но не надо слишком себя слишком убивать. Короче, умному, по-умному надо пахать. Некоторые думают, что вот пахать это каждый день тренироваться. Убивать себя. Да. Это не просто. Короче, пахать и пахать по-умному. Многие новички боятся боли в сухожилиях, вот, когда они начинают. Какой бы совет ты им дал? Многие вот бросают ремесло из этого и там боятся, говорят, о, мне связки так болят. Но многие через это проходили. Что бы ты им сказал? В первую очередь надо найти хорошего тренера и человека, который тебе даст совет. Чтобы в первую очередь за столом ты боролся правильно, правильную технику, чтобы ты не убил свои кости и травмировался. Да. А потом, если такой человек есть, тебя научит, как правильно бороться, чтобы не было травм. Это самое главное. А по связках это для армейского такая, без этого никуда. Это такая сущность. У меня тоже есть, несколько дней назад я чуть обморок не упал из-за боли, так что это не такое. Короче, спорт, он бойцовский, так скажем, тяжелый спорт, надо терпеть боли. Если боли терпишь, тогда вообще спорт это не стал. Иди учись. Да. Как Ленин сказал, да?
У тебя до сих пор, смотри, как бы, ну понятно, тот, кто начинает, у него мотивация, понятно. Ты давно, достаточно давно в этом спорте, особенно давно уже в профессиональном даже спорте. Всегда ты пашешь, ты вечно в зале, я здесь за месяц с тобой понял, какой ты конкретный работяга. И в зале ты пашешь не один час, весы ты не поднимаешь, не самые легкие. Это как бы, ну, тяжелый труд. Как у тебя есть до сих пор мотивация, и как ты эту мотивацию сохраняешь? Вот после топ-8 мотивация так, сложно было с мотивацией, потому что Грузии во всем мире это так знали, что я чемпион, и это очень плохо действует на мотивацию. Ты так расслабляешься, знаешь, что судья таблица уже, я организатор говорит тебе, не надо больше, ну все. Мотивацию дает сейчас соперник, конечно. В первую очередь давал Денис, но сейчас уже знаем, что Денис не сможет выступать. Но не скажу, что с Чафой у меня намного это меньше мотивации. Дает соперник. Да, если бы сейчас у меня было другие соперники, не таких интересных, но у меня, конечно, уже не было такой мотивации. Сложно было задача. Ну да, когда, если всех победил, дальше это уже понятно. Ну, вообще в мире сейчас несколько человек, с которыми у меня есть мотивация сейчас бороться. Это Денис, тот, Шефи, Да, топовые мировые топы. Леон, каковы твои будущие цели, проекты? Не обязательно в спорте, можно и в спорте, и не в спорте. Ну, сейчас спорт у меня это самое близкое, типа проект. Вот это с Чехией, потом топ-8 еще раз. Вот это спортивные такие. А другие, ну, есть некоторые планы. Я думаю о много чего сейчас. И думаю, что скоро вы узнаете, что я буду делать. Есть идея, например, сделать свой бренд. Может, спортивная линия одежды или что-то такое. Ну, посмотрим. Много чего можно придумать. Ну, бренд, да, сделаешь, отправляй, как у нас говорят, эшантillon, будем надевать, будем рекламировать без никаких проблем. Cette interview avec Levan Saginashvili, multiple champion du monde, est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, faites-le moi savoir en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est ce qui nous donne la motivation de continuer à faire des vidéos. Levan, Force et honneur. Force et honneur, les gars. Mon ami, bienvenue sur la chaîne Bras de Fer Sportif. Es-tu abonné? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos. Abonne-toi. J'hésite. Ok, ça va. Bon visionnage.